Древний Египет – одна из самых устойчивых цивилизаций в истории. Более 3000 лет здесь правили фараоны, чья власть была абсолютной и священной. Они не просто управляли государством, но считались живыми богами, воплощениями Гора, а после смерти становились Осирисом, владыкой загробного мира. Их статус определял сам порядок мироздания. От силы фараона зависела стабильность государства, разливы Нила, урожай и даже движение солнца по небу. Если фараон был слаб, страна погружалась в хаос, начинались голод, мятежи и иноземные вторжения. Египет оказался удивительно живучей державой. Пока другие цивилизации рушились под натиском варваров или погрязали в междоусобицах, египетское государство переживало периоды кризиса, но вновь возрождалось. Во многом это заслуга географического положения. Египет окружен естественными преградами: с запада – пустыня, с востока – Красное море, с севера – Средиземное море, а с юга – пороги Нила. Завоевать его было сложнее, чем Месопотамию или Малую Азию, где города сменяли друг друга под ударами врагов. Немаловажную роль сыграла мощная бюрократическая система. Фараоны строили управление на жречестве, писцах и чиновниках, которые держали страну в порядке даже в периоды слабых правителей. Эта система сохранялась веками, а сами египтяне были привержены традициям. Они верили в порядок вещей, установленный богами, и в то, что фараон – его часть. Даже если власть менялась, сама идея правления оставалась неизменной. С египетскими фараонами связано множество мифов, и один из самых распространенных, что их хоронили вместе с сотнями слуг и рабов. В массовом сознании сформировался образ тысяч людей, отправляющихся в загробный мир вслед за своим господином. Однако археологические находки опровергают эту версию. В гробницах фараонов находят небольшие фигурки, шапти, которые символически заменяли слуг в потустороннем мире. Они были изготовлены с тщательной проработкой деталей, и египтяне верили, что в иной жизни они оживут и будут служить царю. Тем не менее, в ранний период истории Египта встречаются случаи так называемых сопутствующих погребений. В захоронениях первых фараонов находят останки людей, предположительно жрецов, воинов и наложниц, которые были убиты или принесли себя в жертву. Однако уже к эпохе пирамид эта традиция исчезла. С этим же мифом связана и другая легенда о рабах, которые строили пирамиды. Многие до сих пор представляют, что Великую пирамиду Хеопса возводили закованные в цепи люди под ударами плетей. На самом деле археологические находки доказывают, что строители пирамид были не рабами, а квалифицированными рабочими. Они жили в специально отведенных поселениях, получали хорошее питание, а при травмах им оказывали медицинскую помощь. Их труд был почетным, и они гордились тем, что участвуют в строительстве загробного дома фараона. Египетская династическая система была удивительно устойчивой по сравнению с другими древними цивилизациями. В отличие от Месопотамии, где власть часто переходила от одного города-государства к другому, или от Китая, где смена династий сопровождалась масштабными войнами, Египет сохранял преемственность правления. Это объяснялось тем, что фараон считался не просто правителем, а священной фигурой, связанной с богами. Его власть была частью установленного порядка вещей, и даже если он был слабым, народ продолжал верить в его божественное предназначение. Важную роль играла система наследования. Трон передавался по строгим ритуалам. Если у фараона не было сына, власть переходила к ближайшему родственнику, но всегда внутри династии. В редких случаях царями становились женщины, как Хатшепсут, но это требовало сложных политических маневров.
В отличие от многих цивилизаций, где после смерти правителя начинались дворцовые интриги и перевороты, египетская традиция обеспечивала относительную стабильность. Египетские правители правили долго, и их власть не была иллюзорной. Фараоны определяли религию, внешнюю политику, архитектурные проекты и даже моду. Они создавали не только пирамиды и храмы, но и законы, которые действовали веками. Их влияние было настолько велико, что даже завоеватели, вроде персов и римлян, старались сохранить образ фараона, чтобы не разрушить привычную систему управления. Эпоха фараонов завершилась с Клеопатрой VII, но ее наследие не исчезло. До сих пор археологи находят новые гробницы, расшифровывают надписи и пытаются разгадать тайны древнего Египта. Многие вопросы остаются открытыми. Как именно строили пирамиды, почему исчезли некоторые города, как выглядели самые знаменитые фараоны. Ответы на них могут изменить наше представление об этой удивительной цивилизации. Египетская цивилизация формировалась в течение тысячелетий, прежде чем стать централизованным государством. До объединения территории вдоль Нила были разделены на два крупных региона – Верхний Египет, расположенный на юге, и Нижний Египет, охватывающий северные дельтовые земли. Они различались не только географически, но и культурно. В Верхнем Египте доминировали кочевые племена, ведущие более воинственный образ жизни, а в Нижнем Египте, где плодородные земли дельты позволяли вести оседлое хозяйство, сформировалась сложная социальная структура с крупными городами и храмовыми центрами. В какой-то момент один правитель подчинил обе части страны своей власти. Этим человеком был царь, известный под именем Менес, хотя его также связывают с Нармером, фигурой, чье реальное существование подтверждено археологическими находками. Именно он считается первым фараоном, объединившим Египет в одно государство. Но как произошло это объединение? Было ли оно мирным, или Верхний Египет покорил Нижней силой? На этот вопрос отвечает один из древнейших артефактов в истории Египта – палетка Нармера. Этот рельеф, созданный около 3100 года до нашей эры, стал своеобразным памятником эпохи, запечатлевшим сцены триумфа и власти. На одной стороне палетки изображен царь, который восседает в короне Нижнего Египта и наблюдает за шествием воинов, ведущих пленников. На другой он уже в короне Верхнего Египта, в позе победителя, заносящий булаву над покоренным врагом. Между этими сценами присутствуют символы власти и порядка, огромные священные быки, раздавливающие крепостные стены, переплетенные шеи фантастических животных, которые, вероятно, олицетворяют объединение двух земель. Этот артефакт считается древнейшим пропагандистским инструментом, демонстрирующим силу правителя и идею единого Египта. Если судить только по изображению, создается впечатление, что объединение произошло в результате жестокого военного завоевания. Однако археологические находки дают более сложную картину. Верхний Египет действительно мог захватить Нижней силой, но дальнейшее объединение происходило постепенно, через дипломатические браки, религиозные реформы и перераспределение власти среди местных элит. Так, уже в первых династиях символика царской власти включает обе короны – белую корону Верхнего Египта и красную корону Нижнего Египта, что говорит о необходимости учитывать традиции обеих частей страны. Как и многие основатели великих держав, Менес окружен легендами. Самая известная из них – о его таинственной смерти. Древние источники утверждают, что он погиб во время охоты, будучи растерзанным гиппопотамом или крокодилом. Этот мотив можно встретить в мифах и сказаниях многих народов, что дает повод задуматься, была ли его смерть случайностью,
Или это образ, скрывающий более сложную политическую интригу? Некоторые исследователи предполагают, что Менес мог пасть жертвой заговора. Если объединение Египта сопровождалось военной кампанией, то у нового правителя наверняка было множество врагов среди знати. Элиты Нижнего Египта, привыкшие к независимости, могли не желать подчиняться новому фараону. Возможно, его смерть стала результатом борьбы за власть, но истинных доказательств этой теории у нас нет. Менес, каким бы ни был его конец, заложил фундамент египетской государственности. Он не просто стал первым правителем объединенного Египта, но и создал систему, которая определяла жизнь страны на протяжении последующих тысячелетий. Он основал первую столицу объединенного Египта – Мемфис, город, который играл ключевую роль в управлении страной. Его наследники унаследовали не только титул фараона, но и идею, что правитель – это не просто царь, а воплощение божественного порядка. Именно с этого момента начинается великая история Египта как единой державы, где власть фараона будет оставаться неизменной на протяжении веков. Менес заложил основу египетского государства, но его объединение не стало окончательным. Первые правители сталкивались с постоянными восстаниями, противостоянием между Верхним и Нижним Египтом, а также усилением жречества, которое стремилось получить больше власти. Наибольший кризис произошел в конце Второй династии, когда страна вновь оказалась на грани раскола. В этот момент на исторической арене появился Хасехемуэ, фараон, который не только вернул Египту единство, но и провел важные реформы, укрепив царскую власть. Когда Хасехемуэ пришел к власти, Египет был охвачен гражданской войной. Предыдущий правитель Перепсен сделал беспрецедентный шаг, изменил титул фараона, заменив традиционное «сын Гора» на «сын Сета». В египетской мифологии Гор символизировал законный порядок и божественную власть фараона, тогда как Сет ассоциировался с хаосом, разрушением и войной. Этот жест, вероятно, означал, что Перепсен опирался на элиты Верхнего Египта, а Нижний Египет отказался признавать его власть. Началась борьба за контроль над страной, которая, по всей видимости, сопровождалась ожесточенными боями и разрушением крупных городов. Хасехемуэ сумел подавить восстание и восстановить единство Египта, но, судя по археологическим данным, это было сделано силой. На его статуях сохранились надписи, согласно которым в войнах было убито 47 414 человек, одно из первых зафиксированных чисел потерь в истории. Такой масштаб репрессий говорит о том, что война была жестокой, а сопротивление серьезным. Однако сам факт, что он вернул себе обе короны, белую Верхнего Египта и красную Нижнего Египта, показывает, что ему удалось не просто завоевать страну, но и примирить ее части. Показательно даже его имя. Первоначально он назывался Хасехем, что означает «могущество явилось». Но после победы он изменил свое имя на Хасехемуэ, что переводится как «две мощи появились». Исследователи считают, что эти две мощи могут символизировать Гора и Сета, божественные силы, которых он якобы примирил, завершив раскол страны. Возможно, таким образом Хасехемуэ пытался показать, что его правление – это баланс между двумя силами, а не просто военный триумф. Помимо военных побед, Хасехемуэ также вошел в историю как первый фараон, начавший эксперименты с архитектурой, предвосхищающей будущие пирамиды. В Абидосе он построил масштабное сооружение из кирпича сырца, которое стало прообразом царских гробниц последующих эпох. Это была не просто могила, а настоящий комплекс с массивными стенами, напоминающими укрепления. Эти элементы позже будут использованы в архитектуре первых пирамид,
таких как ступенчатая пирамида Джосера. Также он возвел укрепления в Иераконполе, столице раннего Египта, что показывает, насколько серьезно он относился к защите своей власти. Однако, возможно, самой важной реформой Хасёхимы стала его борьба с жречеством. Уже в этот период жрецы начинали накапливать огромное влияние, получая богатые земельные наделы, которые выводились из-под контроля царской администрации. Фараон провел, по сути, первое в истории Египта раскулачивание. Он конфисковал значительную часть храмовых земель и передал их в государственное управление. Этот шаг не только укрепил экономическую базу фараона, но и на долгие годы замедлил рост могущества храмов. Хасёхимуэ стал последним правителем второй династии, но его реформы заложили основу для укрепления власти фараонов. После него к власти пришел Джосер, который не только продолжил централизовать государство, но и навсегда изменил египетскую архитектуру, начав строительство первых пирамид. Таким образом, правление Хасёхимуэ стало важным переходным этапом от нестабильного раннего Египта к мощному централизованному государству древнего царства. После сложного периода ранних фараонов, войн и реформ, Египет вступил в эпоху древнего царства, начавшуюся в 2686 году до нашей эры. Это был период расцвета централизованной власти, строительных достижений и окончательного оформления культа фараона как земного бога. Первым правителем этой эпохи стал Джосер, фараон третьей династии, чье имя навсегда связано с рождением пирамид и укреплением царской власти. До Джосера фараоны хоронились в мастабах, традиционных прямоугольных гробницах, сложенных из камня и кирпича сырца. Их конструкции оставались практически неизменными в течение веков, но его правление стало переломным моментом. Ключевую роль в этом сыграл Имхотеп, верховный жрец, визирь и главный архитектор Джосера. Он предложил идею, которая перевернула египетскую архитектуру, впервые в истории человечества использовав принцип многослойного строительства. Вместо одной мастабы он начал возводить несколько уступов, укладывая их друг на друга. Так появилась первая ступенчатая пирамида, ставшая не просто гробницей, а величайшим архитектурным достижением своего времени. Ступенчатая пирамида Джосера была не только самым высоким сооружением Египта на тот момент, но и первым монументом, полностью построенным из камня. Ее высота достигала 62 метров, что делало ее доминирующим объектом в ландшафте. Однако пирамида была лишь частью огромного погребального комплекса, который включал храмы, дворы, административные здания, колоннады и массивные стены, охватывающие территорию более 15 гектаров. Этот комплекс создавал эффект неприступной крепости, символизируя незыблемость фараона и его вечную связь с богами. Но несмотря на всю монументальность, внутри пирамиды скрывается одна из самых загадочных особенностей – сложная система подземных тоннелей и шахт, соединяющих 11 отдельных погребальных камер. Почему их так много? У исследователей есть несколько версий. Одна из наиболее распространенных гипотез заключается в том, что эти камеры использовались для ложных захоронений, предназначенных для защиты тела фараона от грабителей. Другая версия предполагает, что в этих дополнительных гробницах могли быть похоронены члены царской семьи или важные придворные. Некоторые ученые считают, что эти камеры могли служить символическими вратами в загробный мир, отражая древнеегипетские представления о путешествии души. При Джосере власть фараона достигла нового уровня. Если раньше правитель был прежде всего военным вождем и верховным судьей, то теперь он стал восприниматься как живое божество, воплощение Гора на земле. В его правление началось окончательное оформление культа фараона,
который связывал его с божественным порядком Вселенной. Храмы, ритуалы, государственные церемонии и сама архитектура пирамидного комплекса подчеркивали, что царь – это не просто человек, а существо, наделенное божественной природой. Джосер не только создал первый великий памятник в истории Египта, но и укрепил систему правления, в которой власть фараона стала сакральной и неоспоримой. Именно с него начался процесс, который превратил египетских царей в полубогов, а их усыпальницы – в вечные символы их могущества. Его наследие будет определять всю дальнейшую историю древнего царства, вдохновляя последующее поколение фараонов на строительство еще более величественных пирамид и расширение божественного культа царской власти. После Джосера египетские фараоны продолжили развивать монументальное строительство, стремясь оставить после себя вечные усыпальницы, но никто не продвинул архитектуру пирамид так далеко, как Снофру. Этот правитель, основатель четвертой династии, стал не только великим строителем, но и новатором, который провел серию масштабных архитектурных экспериментов. Именно он завершил переход от ступенчатых гробниц к классическим пирамидам с гладкими стенами, открыв путь к строительству великих пирамид в Гизе. Снофру за свою жизнь возвел 3 грандиозные пирамиды, каждая из которых стала важной вехой в развитии египетской архитектуры. Первая из них, пирамида в Медуме, начиналась как ступенчатая, но затем ее попытались превратить в гладкостенную, заполнив ступени каменной кладкой. Однако конструкция оказалась нестабильной, и значительная часть наружной оболочки со временем обрушилась, превратив пирамиду в руины. Сегодня она напоминает огромную башню с грудами обломков у подножия. Однако именно в Медуме впервые использовалась технология облицовки гладкими каменными плитами, которая позже стала основой для строительства классических пирамид. Следующей стала Бент-пирамида в Дахшуре, получившая свое название из-за необычного излома в середине. Архитекторы начали строить ее с крутым углом наклона, но когда высота достигла определенной точки, стало ясно, что стены пирамиды не выдержат нагрузки и могут обрушиться. В результате угол наклона пришлось изменить, что придало пирамиде ее уникальный ломаный вид. Этот эксперимент позволил египтянам понять, как правильно распределять вес конструкции, а также продемонстрировал важность выбора надежного грунта для фундамента. Третья пирамида, красная, стала венцом инженерных достижений Снофру. Она была построена неподалеку от Бент-пирамиды и стала первой в истории Египта гладкостенной пирамидой правильной формы. В ее конструкции учли ошибки предыдущих проектов, что позволило создать устойчивую и долговечную структуру. Свое название пирамида получила из-за красноватого оттенка известняка, используемого при строительстве. Именно Красная пирамида стала прообразом Великой пирамиды Хеопса, сына Снофру, который довел технологию строительства до совершенства. Но Снофру вошел в историю не только как строитель, но и как правитель, раздвинувший границы Египта. Его правление стало периодом активных морских экспедиций и военных походов. Египетская флотилия при нем достигла невиданных ранее масштабов, включав в себя корабли длиной до 50 метров, что позволяло вести торговлю с отдаленными регионами. Судя по сохранившимся текстам, Снофру организовал крупные походы в Нубию, Ливан и Синай. Из Нубии привозили золото и рабов, из Ливана – ценные кедровые бревна, необходимые для строительства кораблей и храмов, а Синайские горы давали Египту медь и бирюзу. Египетские источники восхваляют Снофру как доброго и справедливого правителя. В некоторых текстах он представлен как возлюбленный народом, что делает его одним из немногих фараонов, образ которых ассоциируется с мягкостью и заботой о подданных.
Однако его грандиозные строительные проекты требовали мобилизации тысяч рабочих, а военные кампании сопровождались грабежами и насильственным переселением пленников. Некоторые историки считают, что его правление далеко не всегда было столь гуманным, как описывали жрецы. Тем не менее, Снофру стал одной из ключевых фигур древнего царства. Он не только создал архитектурные шедевры, которые повлияли на всех последующих фараонов, но и превратил Египет в мощное и богатое государство с разветвленной торговой сетью и сильной армией. Именно его реформы, военные походы и инженерные открытия подготовили почву для расцвета Египта в правлении его сына Хеопса, который продолжит дело отца и построит самую знаменитую пирамиду в истории. После эпохи экспериментов Снофру наступило время, когда технологии строительства пирамид достигли совершенства. На трон взошел его сын Хуфу, которого греки называли Хеопсом, и именно он оставил после себя самую знаменитую пирамиду в истории – Великую пирамиду Гизы. Этот монумент, признанный одним из 7 чудес света, до сих пор остается предметом споров и загадок. Как был возведен этот грандиозный комплекс? Был ли Хуфу действительно жестоким деспотом, как писал Геродот? И что скрывают потайные комнаты внутри пирамиды? Образ Хуфу в истории крайне противоречив. Древнегреческий историк Геродот, писавший свои труды через 2000 лет после правления фараона, описывает его как деспота, который загнал народ в рабство ради строительства пирамиды. По его словам, Хуфу закрыл все храмы, запретил жертвоприношения богам и вынудил египтян работать на него по 3 месяца без отдыха. Даже его дочь, по версии Геродота, была вынуждена заниматься проституцией, чтобы добыть деньги на продолжение строительства. Однако современные археологические исследования не подтверждают этих обвинений. Египетские источники, напротив, изображают Хуфу как великого правителя, который следил за порядком в государстве, развивал бюрократию и поддерживал жречество. Интересно, что после его смерти культ фараона не получил широкой популярности, в отличие от культа его отца, что может свидетельствовать о недовольстве элит или даже дворцовых интригах во время его правления. Одним из самых распространенных мифов остается представление о том, что пирамиду строили рабы, измученные непосильным трудом под ударами плетей. Однако раскопки в районе Гизы показали, что строители пирамид были профессиональными рабочими, а не пленными или рабами. Были найдены остатки их поселений, хлебопекарен, мастерских, а также могилы, в которых рабочих хоронили с почестями. Это доказывает, что строительство пирамиды было государственной задачей, в которой участвовали квалифицированные каменщики, инженеры и ремесленники, получавшие хорошее питание и медицинскую помощь. Работа велась организованно, скорее всего вахтовым методом, когда тысячи людей сменяли друг друга, чтобы грандиозный проект мог завершиться в отведенные сроки. Но даже спустя 4500 лет Великая пирамида Гизы остается загадкой. Она отличается от пирамид последующих фараонов сложной внутренней структурой. Вместо традиционной одной погребальной камеры в ее недрах находится несколько помещений, соединенных системой коридоров и шахт. Главная гробница фараона расположена не у основания, как это было принято, а в самой середине пирамиды, на высоте 43 метров. Ниже находится так называемая камера царицы, которая, вероятно, никогда не использовалась по назначению, а еще глубже, вырубленное в скале подземное помещение, чье предназначение остается загадкой. В последние годы с помощью современных технологий внутри пирамиды были обнаружены аномальные пустоты, которые не были известны ранее. В 2017 году группа ученых с помощью метода мюонной томографии выявила огромную полость над Большой галереей,
коридором, ведущим в погребальную камеру. Длина этого пространства составляет около 30 метров, и его назначение остается неизвестным. Возможно, это дополнительная разгрузочная камера, предназначенная для защиты конструкции, а возможно, еще не найденные потайные ходы или тайные комнаты, скрывающие древние тайны. Хуфу оставил после себя монумент, который пережил эпохи и цивилизации, став символом Египта. Его правление остается загадкой, но одно несомненно: он был фараоном, который доказал, что человек может построить нечто, пережившее тысячелетия. Великая пирамида остается не только архитектурным чудом, но и символом власти, амбиций и мастерства древнеегипетской цивилизации. Хуфу оставил после себя величайший памятник древнего царства, но его наследие не смогло остановить закат эпохи. Великие пирамиды продолжали строиться, однако могущество фараонов постепенно ослабевало, а централизованное государство начинало трещать по швам. К концу шестой династии Египет оказался в глубоком кризисе, который привел к падению древнего царства. Символом этой эпохи стал фараон Пепи II, правление которого считается самым долгим в истории. По некоторым данным, он оставался на троне более 90 лет. Как Египет выдержал правление монарха, находившегося у власти почти век? Почему его долгий срок правления не укрепил государство, а наоборот ускорил его распад? И действительно ли Пепи II взошел на престол ребенком, как утверждают древние источники? Пепи II унаследовал трон после смерти своего отца Меренра, когда, по некоторым сведениям, ему было всего 6 лет. Это не первый случай детского правления в Египте, но впервые фараон, начавший править в столь юном возрасте, оставался на троне практически целый век. Его детство на престоле окружено мифами. Один из самых известных источников – письмо визиря Хорихеба, в котором он сообщает, что юный фараон приказал привезти из дальних стран карликов, чтобы они развлекали его во дворце. Этот эпизод подчеркивает детскую увлеченность Пепи II экзотическими развлечениями, но также показывает, что в первые годы правления он не принимал серьезных решений, а реальная власть находилась в руках его матери Анхисенпепи и высших сановников. Первые десятилетия правления Пепи II прошли относительно спокойно, но чем дольше он оставался на троне, тем больше ослабевала его власть. В отличие от фараонов раннего древнего царства, которые жестко контролировали Египет, к концу шестой династии Намархи правители провинций начали превращаться в независимых владетелей. Ранее они назначались царем и подчинялись его воле, но теперь передавали свои должности по наследству, строили роскошные гробницы, не уступавшие царским, и превращали свои номы в фактически автономные государства. Вместо мощной централизованной империи Египет постепенно превращался в раздробленную страну, где власть фараона становилась все более номинальной. Финансовые проблемы усугубляли ситуацию. В древнем царстве огромные ресурсы уходили на строительство пирамид, содержание храмов и армии, но с ослаблением централизованной власти поступления в царскую казну уменьшались. Храмы, которым фараоны раздавали привилегии, богатели, а вот царский двор испытывал трудности. В это же время Египет терял контроль над важными торговыми маршрутами. Если раньше караваны беспрепятственно доставляли товары из Пунта, Нубии и Синая, то теперь торговые пути начали страдать от нападений бедуинов и нубийцев. Экономический кризис сопровождался внешними угрозами. В египетские тексты этого времени все чаще попадают жалобы на набеги кочевых племен, которые атаковали южные рубежи страны. Последние годы правления Пепи II остаются загадкой.
По одной из версий, он действительно прожил около 100 лет, однако некоторые исследователи считают, что его правление искусственно удлинили в хрониках, чтобы подчеркнуть его значимость. На момент его смерти Египет уже был охвачен внутренними конфликтами. В стране началась анархия, намархи полностью перестали подчиняться царю, войска больше не могли сдерживать натиск внешних врагов, и некогда могущественное государство погрузилось в хаос. После его смерти начался первый переходный период, время, когда Египет вновь распался на враждующие царства, фараоны потеряли власть, а страна погрузилась в смуту. Таким образом, долгожительство Пепи II, которое могло бы стать символом стабильности, в итоге лишь ускорило гибель древнего царства. После столетий хаоса, политической раздробленности и борьбы между правителями различных регионов, Египет, наконец, был объединен под властью одного фараона. Этим человеком стал Ментухотеп II, правитель Фив, который сумел завершить затянувшуюся гражданскую войну и положил начало новой эпохе, Среднему царству. Если фараоны Древнего царства строили пирамиды и укрепляли централизованную монархию, то правители Среднего царства были вынуждены создать новую модель власти, основанную на более гибком управлении, сильной армией и активной внешней политике. Ментухотеп II стал первым новым фараоном, который не просто восстановил Египет, но и изменил само представление о царской власти. Гражданская война, предшествовавшая его правлению, началась после распада Древнего царства около 2250 года до нашей эры и продолжалась более 100 лет. Египет оказался разделенным на множество соперничающих областей, но главными центрами силы стали Фивы в Верхнем Египте и Гераклеополь в Нижнем Египте. Гераклеопольские правители контролировали северные земли и считали себя законными преемниками фараонов Древнего царства, тогда как правители Фив претендовали на то, что именно им предначертано объединить страну. Конфликт между ними длился десятилетиями, армии обеих сторон разрушали города, разрушали ирригационные системы, что приводило к голоду и массовым волнениям. К тому моменту, когда Ментухотеп II взошел на трон Фив, около 2055 года до нашей эры, Египет был ослаблен, экономика разрушена, а централизованная власть существовала лишь формально. Ментухотеп II вел войну с Гераклеопольским царством более 20 лет. В конце концов, он смог сломить сопротивление северных правителей, полностью разгромил их столицу и восстановил единую монархию, провозгласив себя правителем Верхнего и Нижнего Египта. Однако он не просто объединил страну, но и заложил основу для ее восстановления. Он начал процесс централизации власти, уменьшил влияние местных правителей, назначая в провинции своих ставленников. В отличие от фараонов Древнего царства, которые правили как абсолютные боги, Ментухотеп II осознавал, что без сильного административного аппарата и эффективной армии его государство снова может распасться. Одним из главных отличий фараонов Среднего царства от их предшественников стало их более человеческое изображение. Если фараоны Древнего царства представлялись вечно молодыми и непогрешимыми богами, то во времена Среднего царства правители стали изображаться более реалистично, с признаками старения и усталости. Это отражало новую идеологию. Царь теперь не просто небесное существо, а мудрый правитель, который несет на себе тяжесть управления государством. Ментухотеп II также активно проводил внешнюю политику. В отличие от фараонов Древнего царства, которые в основном сосредотачивались на строительстве монументальных сооружений и внутреннем управлении, он направил армию на юг, чтобы подчинить богатые земли Нубии. Около 2040 года до нашей эры он организовал несколько военных кампаний,
в ходе которых египтяне захватили стратегически важные области, где находились золотые рудники и другие ресурсы. Захваченные земли были укреплены, а нубийские племена либо уничтожены, либо обращены в рабство. Эта политика позволила Египту контролировать южные торговые пути и значительно пополнить казну. Ментухотеп II правил около 50 лет и за это время сумел восстановить Египет после века хаоса. Он реформировал систему управления, укрепил армию, расширил границы государства и создал новую модель власти, которая позволила фараонам Среднего Царства быть не только правителями, но и активными военачальниками и дипломатами. Его наследие оказало огромное влияние на последующих фараонов, а сам он вошел в историю как правитель, который вернул Египту могущество. После Ментухотепа II фараоны Среднего Царства продолжили укреплять Египет, расширять его влияние и совершенствовать государственное управление. Но именно при Сенусерте III страна достигла своего апогея в этой эпохе. Этот правитель стал символом мощного и авторитарного царя, чей образ спустя 700 лет после его смерти продолжали почитать даже в Новом Царстве. Он вошел в историю как фараон, который жестко контролировал знать, провел грандиозные военные походы и кардинально изменил границы Египта. Его правление можно назвать первым прообразом восточной деспотии, где власть фараона была абсолютной, а армия стала не просто инструментом защиты, но и средством активной экспансии. Сенусерт III правил приблизительно с 1878 по 1839 год до нашей эры. Его правление стало кульминацией реформ, начатых предшественниками. Он окончательно сломил независимость номархов, местных правителей провинций, которые еще со времен первого переходного периода сохраняли значительное влияние. При нем Египет стал гораздо более централизованным государством, где власть полностью сосредоточилась в руках фараона и его администрации. В отличие от предыдущих царей, изображавшихся идеализированными, Сенусерт III появлялся на статуях с суровым выражением лица, морщинами и усталостью, подчеркивая тяжесть власти и ответственность перед страной. Этот реализм в скульптуре стал новым этапом в египетском искусстве и символизировал переход от образа Бога к образу властного, но земного правителя. Но главным достижением Сенусерта III стали его военные кампании, особенно в Нубии. Он провел несколько крупных походов, окончательно подчинив южные территории. При нем граница Египта продвинулась далеко на юг, что позволило установить контроль над стратегически важными областями с золотыми рудниками и торговыми путями. Он построил серию мощных крепостей вдоль Нила, таких как Бухин и Симна, которые стали опорными пунктами египетского господства. Эти фортификационные сооружения обеспечили контроль над нубийскими племенами, предотвращая восстания и набеги. Впоследствии эти укрепления оставались важнейшими стратегическими объектами на протяжении многих веков. Помимо южных кампаний, Сенусерт III также вел военные действия в Азии, расширяя влияние Египта в Палестине и Сирии. Он не стремился к полному завоеванию этих земель, но установил контроль над ключевыми торговыми маршрутами, что дало Египту новые экономические возможности. Его военные успехи сделали его не просто великим полководцем, но и настоящим строителем империи, который заложил основы будущих экспансий эпохи Нового Царства. После смерти Сенусерта III возникла загадка, связанная с его погребением. В отличие от большинства фараонов, у него обнаружены сразу несколько гробниц. Его пирамиду построили в Дахшуре, но также найдено огромное захоронение в Абидосе, где египтяне в более поздний период почитали его как полубога.
Существуют версии, что одна из гробниц была символической, а другая предназначалась для реального захоронения. Возможно, это было связано с религиозными аспектами, так как Абидос считался священным городом Осириса, а погребение в этом месте могло дать фараону особую защиту в загробном мире. Сенусерт III остался в памяти египтян как один из величайших царей. Даже спустя 700 лет после его смерти его культ продолжал существовать, а многие последующие фараоны ссылались на него как на идеального правителя. Его модель жесткой власти, военной экспансии и полного контроля над знатью стала основой для дальнейшего развития египетской государственности и превратила его в один из первых истинных восточных деспотов. К середине второго тысячелетия до нашей эры Египет находился в глубоком кризисе. Страна была разделена, а значительная часть Нижнего Египта оказалась под властью чужеземных правителей, известных как гиксосы. Они правили Египтом более 100 лет, контролируя стратегически важные города и навязывая свою власть местным намархам. Однако их господство подошло к концу с восхождением на престол Яхмоса I, фараона, которому удалось не только изгнать захватчиков, но и создать мощную военную державу, заложив основы нового царства, эпохи египетского имперского могущества. Он стал первым фараоном, который превратил Египет в экспансионистское государство, проводившее активную внешнюю политику и доминировавшее на Ближнем Востоке и в Нубии. Гиксосы были народом загадочного происхождения. Египетские тексты изображают их как жестоких варваров, пришедших с Востока, но археологические данные говорят о том, что они были выходцами из Леванта, вероятно, семитского происхождения. Их власть в Египте началась около 1605 года до нашей эры, когда они захватили Нижний Египет и установили свою столицу в Аварисе. Они принесли с собой передовые военные технологии, включая боевые колесницы, которые дали им тактическое преимущество над египтянами. Однако их правление не было исключительно жестоким. Они переняли многие египетские традиции, использовали иероглифическое письмо и даже называли себя фараонами. Несмотря на это, египтяне воспринимали их как чужаков, и стремление освободить страну от иноземного владычества стало ключевой идеей правителей Фив, которые в итоге начали войну за независимость. Яхмос I, сын фараона Секененра-Таа, продолжил борьбу с гиксосами, начатую его предшественниками. Он начал свое правление около 1550 года до нашей эры и сразу же занялся военными реформами. Одним из главных его достижений стало создание первого в истории Египта постоянного военного флота. Хотя египтяне использовали корабли задолго до него, именно Яхмос I сформировал организованные морские силы, позволившие блокировать гиксосские укрепления и взять под контроль дельту Нила. Этот флот сыграл ключевую роль в его победах, обеспечив эффективную переброску войск и снаряжения. Кульминацией войны стала осада Авариса, столицы гиксосов. Египтяне применили новые тактики ведения боя, заимствованные у самих гиксосов, включая использование колесниц, мощных луков и бронзового оружия. После тяжелых боев город пал, а остатки гиксосского войска отступили в Палестину, где Яхмос I преследовал их и взял крепость Шарухин, окончательно уничтожив их влияние. Его победа не только освободила Египет, но и положила начало его экспансии. Освобождение страны позволило Яхмосу I начать процесс активного завоевания новых территорий. В отличие от фараонов Среднего Царства, которые вели кампании в основном для защиты границ, он сделал завоевание частью государственной политики. Египетские армии двинулись на юг, в Нубию, чтобы восстановить контроль над золотыми рудниками, а затем в Левант,
чтобы предотвратить новые угрозы со стороны Азии. Это стало началом превращения Египта в крупнейшую империю своего времени. Яхмос I не только восстановил Египет, но и заложил основы его будущего могущества. Он реформировал армию, укрепил центральную власть и начал строительство монументальных сооружений, прославляющих его победы. Его правление стало отправной точкой для величайших фараонов нового царства, таких как Тутмос III и Рамсес II, которые продолжили расширение египетского влияния. Именно благодаря его завоеваниям Египет из ослабленной страны превратился в одну из главных сверхдержав древнего мира. К началу нового царства Египет превратился в мощную державу с сильной армией, развитой бюрократией и активной внешней политикой. Фараоны теперь не просто управляли страной, но и лично возглавляли военные походы, расширяя границы государства. Однако среди великих завоевателей этой эпохи выделяется уникальная фигура – Хатшепсут, первая женщина-фараон, сумевшая удержать власть в течение более 2 десятилетий. Ее правление стало исключением из правил, поскольку в Египте существовали четкие традиции престолонаследия, и женщинам, как правило, отводилась роль регентш или жриц. Но Хатшепсут удалось обойти устоявшиеся нормы, укрепить свою власть и оставить после себя эпоху мира и процветания. Как же она смогла взойти на трон, провести одну из самых загадочных торговых экспедиций в истории, и почему спустя годы ее имя было стерто из египетских хроник? Хатшепсут родилась в царской семье и была дочерью фараона Тутмоса I. По традиции, она вышла замуж за своего сводного брата Тутмоса II, который был наследником престола. Их брак был больше политическим союзом, чем любовным, но он обеспечил ей высокий статус в царском дворе. Однако Тутмос II правил недолго, и после его смерти трон должен был перейти их сыну Тутмосу III. Проблема заключалась в том, что мальчик был слишком мал, чтобы управлять страной, и по традиции его мать или другая влиятельная женщина двора должна была стать регентшей при нем. Хатшепсут действительно начала свое правление как регентша, но вскоре сделала нечто беспрецедентное – провозгласила себя полноправным фараоном, фактически отстранив юного наследника от власти. Чтобы узаконить свое правление, она развернула масштабную пропагандистскую кампанию. В египетской традиции царская власть основывалась на божественном выборе, и поэтому Хатшепсут приказала жрецам храма Аммона объявить, что ее рождение было предопределено самим Богом. Согласно этой версии, бог Амон принял облик ее отца Тутмоса I и соединился с ее матерью, а затем лично нарек ее будущей правительницей Египта. На стенах храмов появились рельефы, изображающие эту сцену, подчеркивая ее право на престол. Однако этого было недостаточно. Чтобы закрепить свою власть, Хатшепсут начала менять свое официальное изображение. В искусстве ее стали изображать в традиционном облике фараона, с мужскими атрибутами власти, в том числе сложной бородой и короткой одеждой. В надписях ее называли не царицей, а царем, и даже использовали мужской грамматический род. Это позволяло ей избегать конфликтов с традицией и сделать правление более легитимным. Ее политика оказалась успешной, и несмотря на возможное недовольство знати, она сумела удержать трон в течение многих лет, не столкнувшись с серьезными заговорами. Одним из самых значимых событий ее правления стала масштабная торговая экспедиция в загадочную страну Пунт. Пунт был известен египтянам как земля богов, источник драгоценностей, благовоний, ценной древесины, экзотических животных и других богатств. Однако его точное местоположение остается неизвестным.
Некоторые исследователи считают, что Пунт находился на территории современной Эфиопии или Сомали, другие полагают, что это могла быть Южная Аравия. В любом случае, экспедиция была важнейшим экономическим достижением Хатшепсут. В храме Дейр-эль-Бахри сохранились рельефы, изображающие египетские корабли, нагруженные дарами Пунта. На этих рельефах также можно увидеть правителей этой страны, их дома на сваях и даже редких животных, таких как жирафы. Экспедиция имела не только экономическое, но и политическое значение. Она подчеркивала мирную политику Хатшепсут, которая, в отличие от многих фараонов, предпочитала не завоевание, а развитие торговли и дипломатии. Ее правление стало периодом внутреннего процветания, строились храмы, развивались ремесла, велось масштабное строительство. Самым знаменитым памятником ее эпохи стал заупокойный храм в Дейр-эль-Бахри, один из самых величественных архитектурных комплексов Египта. Однако, несмотря на ее достижения, после ее смерти началась целенаправленная кампания по стиранию ее имени из истории. Ее приемный сын и наследник Тутмос III, один из величайших военных завоевателей Египта, велел уничтожить изображение Хатшепсут, сбить ее картуши с монументов и стереть ее имя из официальных списков фараонов. Почему он это сделал? Существует несколько версий. Одна из них заключается в том, что Тутмос III, проведя множество военных кампаний и превратив Египет в мировую державу, хотел устранить прецедент женского правления, опасаясь, что это ослабит традицию царской власти. Другая гипотеза предполагает, что инициаторами уничтожения ее имени были жрецы храма Амона, которые могли быть недовольны ее политикой или стремились укрепить традиционную систему власти. Однако стоит отметить, что уничтожение ее имени началось только спустя 2 десятилетия после ее смерти, что может говорить о том, что лично Тутмос III не испытывал к ней ненависти, а его решение было продиктовано политическими соображениями. Несмотря на попытки стереть ее имя, Хатшепсут осталась одной из самых выдающихся правительниц Египта. Ее храмы, особенно комплекс в Дейр-эль-Бахри, сохранились как одни из главных шедевров древнеегипетской архитектуры. Она доказала, что женщина могла править Египтом столь же успешно, как и мужчина, и ее правление стало примером того, как сила воли, политический талант и умение использовать религиозную идеологию могли позволить женщине взойти на престол и удерживать власть в течение многих лет. К середине Нового Царства Египет достиг вершины своего могущества. Фараоны правили огромной империей, простиравшейся от Нубии до Леванта. Военные походы приносили золото и пленников, а храмы разрастались, становясь не только религиозными, но и политическими центрами. Однако внутри страны постепенно нарастало противостояние между царской властью и могущественным жречеством. Главный бог Египта, Амон, считался покровителем фараонов, а его жрецы управляли богатейшими храмами, владели землями и фактически могли соперничать с самим царем. Именно в это время на престол взошел человек, который решил полностью изменить тысячелетние традиции. Аменхотеп IV, больше известный как Эхнатон, стал первым в истории правителем, предпринявшим попытку насаждения монотеизма, веры в единого Бога. Его реформа вызвала раскол в обществе, сделала его врагом могущественного жречества и привела к тому, что после смерти память о нем пытались стереть из истории. Эхнатон правил с примерно 1353 по 1330 год до нашей эры. До его правления египетская религия представляла собой сложную систему, в которой поклонение сотням богов сосуществовало с доминирующим культом Амона.
Фараоны на протяжении веков подчеркивали свою связь с этим богом, принося ему дары и строя грандиозные храмы. Однако Аменхотеп IV внезапно объявил, что единственным истинным богом является Атон, солнечный диск, дарующий свет и жизнь всему миру. Сначала он пытался совмещать новый культ со старыми верованиями, но затем полностью отказался от традиционных богов, закрыл их храмы и лишил жрецов власти. Чтобы подчеркнуть разрыв с прошлым, он изменил имя на Эхнатон, что означало «угодный Атону». Вместе с ним новый культ поддерживала его жена Нефертити, одна из самых загадочных женщин древнего мира. Она не просто была супругой фараона, но, судя по изображениям и текстам, фактически управляла страной вместе с ним. Их союз был не только браком, но и политическим союзом, который помогал укреплять новую религию. На рельефах Ахитотона Нефертити изображается рядом с Эхнатоном, совершающий жертвоприношение Атону, принимающий иностранных послов, а в некоторых сценах даже карающий врагов Египта. Это показывает, что ее роль при дворе была не менее важной, чем роль самого фараона. Ее имя означает «прекрасная пришла», и ее знаменитый бюст, найденный в Амарне, до сих пор считается одним из главных символов древнеегипетского искусства. Однако новая религия не могла прижиться в старых центрах власти, и Эхнатон решил покинуть Фивы, древнюю столицу Египта. Вдалеке от храмов Амона, на пустынной равнине, он приказал построить новый город – Ахитотон, что переводится как «горизонт Атона». Этот город, ныне известный как Амарна, должен был стать воплощением нового мировоззрения. В отличие от прежних храмов, где культовые изображения находились в темных святилищах, храмы Атона были открытыми, без крыш, чтобы солнечный свет свободно проникал внутрь. Ахитотон стал местом, где царь окружил себя лояльной элитой и творцами нового искусства. При Эхнатоне египетское искусство претерпело кардинальные изменения. В отличие от традиционных статичных и идеализированных изображений фараонов, его художники начали создавать сцены, наполненные движением и жизнью. Эхнатона изображали с удлиненными чертами лица, узкими глазами, широкими бедрами и округлым животом, что резко отличалось от классических образов египетских царей. Многие считают, что это было не только художественным стилем, но и осознанной попыткой подчеркнуть его божественную сущность, отличающую его от обычных людей. Интересно, что в этих изображениях фараон часто представлен в семейных сценах с женой Нефертити и дочерьми, что также было новшеством для египетского искусства. Но чем дольше длилось правление Эхнатона, тем больше проблем накапливалось в Египте. Его фанатичная преданность Атону привела к конфликту с жречеством, а его отказ заниматься внешней политикой ослабил позиции Египта в Леванте. Вассальные цари писали ему тревожные письма, умоляя о помощи в борьбе с хеттами и восставшими племенами, но фараон, похоже, мало интересовался судьбой своих владений за пределами Нила. Это привело к тому, что Египет начал терять контроль над приграничными территориями, а его армия ослабла. В самом Египте реформа вызывала все большее сопротивление, так как многие египтяне не хотели отказываться от старых богов. После смерти Эхнатона около 1330 года до нашей эры новая власть постаралась полностью уничтожить его наследие. Ахитотон был покинут, культ Атона запрещен, а преемники фараона начали возвращаться к традиционной религии. Египтяне словно хотели забыть этот странный период своей истории, и даже имя Эхнатона не упоминалось в списках царей. Но главной загадкой остается судьба его мумии. В некрополе Ахитотона были найдены останки саркофага,
возможно, принадлежавшего ему, но его тело так и не было идентифицировано с полной уверенностью. Более того, современные исследования предполагают, что Эхнатон мог быть похоронен не в Ахетотоне, а в долине царей, рядом с другими фараонами. Одной из главных тайн стало его странное изображение на статуях и рельефах. Многие исследователи полагают, что фараон мог страдать от генетического заболевания, вызвавшего необычное строение черепа и тела. Однако существует и теория, что эти особенности были стилизованы намеренно, чтобы подчеркнуть его нечеловеческую природу и связь с Атоном. После смерти Эхнатона Нефертити, возможно, сама недолгое время правила Египтом, взяв новое имя Нефернефруатон. Однако вскоре власть перешла к его наследникам, которые сделали все, чтобы стереть его реформы. Египет попытался забыть об Эхнатоне, но его эксперимент с монотеизмом остался одним из самых смелых религиозных переворотов древности. Это была первая попытка создать общество, основанное на вере в одного Бога, за 1000 лет до появления авраамических религий. Несмотря на то, что его реформа была уничтожена, она оставила след в египетской культуре, а сам Эхнатон стал одной из самых загадочных и противоречивых фигур в истории Древнего Египта. После смерти Эхнатона Египет вступил в период политической нестабильности. Его религиозные реформы оказались неустойчивыми, культ Атона был быстро отменен, столица Ахетотон заброшена, а жрецы Амона начали восстанавливать свою власть. В этот хаос вступил юный фараон, ставший одной из самых знаменитых фигур в истории – Тутанхамон. Хотя он правил недолго и не совершил великих завоеваний, именно его гробница, обнаруженная в 20 веке, сделала его имя бессмертным. Почему его захоронение осталось нетронутым? Был ли он действительно сыном Эхнатона? И что стало причиной его ранней смерти? Тутанхамон взошел на престол примерно в возрасте 9 лет, около 1323 года до нашей эры. Он был одним из последних представителей династии, связанной с Эхнатоном, и, согласно генетическим исследованиям, действительно приходился ему сыном. Анализ ДНК мумий подтвердил, что его отец – Эхнатон, а мать – неизвестная женщина, получившая условное имя «младшая дама» из гробницы КВ-35. Это опровергло распространенные ранее гипотезы, что его матерью была Нефертити или другая жена Эхнатона, Кия. Однако сам Тутанхамон, скорее всего, не помнил своего отца, так как взошел на престол уже в эпоху, когда имя Эхнатона стремились забыть. Правление Тутанхамона прошло под влиянием могущественных сановников, визиря Эе и военачальника Харемхеба, которые фактически управляли страной. Первым делом было отменено наследие Эхнатона, были восстановлены храмы старых богов, жрецы Амона вновь обрели силу, а культ Атона был объявлен ересью. Сам фараон даже изменил свое имя. При рождении он назывался Тутанхатон, живое воплощение Атона, но после религиозного переворота стал Тутанхамоном, живое воплощение Амона. Он также перенес двор обратно в Фивы, окончательно похоронив идею Ахетотона. Однако жизнь молодого фараона оказалась короткой и загадочной. Он умер около 1305 года до нашей эры в возрасте 18-19 лет, и причины его смерти до сих пор остаются предметом споров. Долгое время ходили слухи, что он мог быть убит в результате заговора, так как на рентгеновских снимках его черепа исследователи обнаружили повреждения, которые могли быть нанесены при жизни. Однако современные сканирования показали, что эти трещины, скорее всего, появились уже после смерти из-за плохой мумификации. Другая версия – инфекция.
у Тутанхамона были обнаружены признаки малярии, а также серьезное повреждение ноги, что могло привести к заражению крови. Есть гипотеза, что он мог упасть с колесницы, получив травмы, несовместимые с жизнью. Интересно, что при вскрытии гробницы ученые обнаружили, что тело Тутанхамона было сильно обгоревшим. Это не связано с внешними воздействиями. Оказалось, что из-за неправильно проведенного бальзамирования масла и смолы в саркофаге воспламенились, что привело к самовозгоранию мумии. Возможно, из-за спешки при похоронах процесс мумификации был выполнен с нарушениями, что также подтверждает версию о его внезапной смерти. Главная загадка Тутанхамона – почему его гробница, в отличие от множества других фараонов, осталась практически нетронутой. Вероятно, этому способствовало несколько факторов. Во-первых, он умер неожиданно и не успел построить себе грандиозную гробницу, поэтому его поспешно похоронили в небольшой усыпальнице, предназначенной для придворного. Возможно, его преемники, занятые укреплением своей власти, не уделили большого внимания его памяти. Кроме того, вход в гробницу вскоре оказался скрыт под завалами камней, что сделало ее незаметной для грабителей. Гробница Тутанхамона была открыта в 1922 году английским археологом Говардом Картером и стала одним из самых грандиозных открытий в истории египтологии. В отличие от большинства усыпальниц долины царей, разграбленных еще в древности, она сохранилась почти в первозданном виде. Внутри были найдены тысячи артефактов, включая золотую маску фараона, его трон, колесницы, оружие и роскошные саркофаги. Это позволило ученым детально изучить быт и погребальные обряды эпохи Нового Царства. Несмотря на то, что Тутанхамон не был великим завоевателем или реформатором, его имя стало самым известным среди египетских фараонов. Его ранняя смерть, нетронутая гробница и великолепные сокровища превратили его в легенду, а тайны его жизни и смерти до сих пор остаются предметом исследований и споров. Тутанхамон вошел в историю благодаря своей нетронутой гробнице, став самой знаменитой фигурой среди египетских фараонов, но его правление было коротким и не принесло Египту кардинальных перемен. После его смерти на трон взошли сначала визирь Эйе, а затем военачальник Харемхеп, который провел реформы, окончательно уничтожившие следы амарнского периода. Египет вернулся к традиционному культу богов, а жрецы Амона снова обрели полную власть. Однако истинный расцвет нового царства наступил с приходом к власти 19-й династии, и ее самым выдающимся представителем стал Рамсес II, правитель, который стремился увековечить свое имя, построить самую величественную империю и навсегда остаться в памяти поколений. Рамсес II родился около 1310 года до нашей эры и взошел на трон в молодом возрасте, когда его отец, фараон Сети I, скончался. В отличие от многих правителей, которым приходилось бороться за власть, Рамсес получил стабильное и хорошо управляемое государство с мощной армией и разветвленной бюрократией. Однако он не собирался просто сохранять завоеванное, он хотел превзойти всех предшественников. Его правление длилось более 60 лет, что само по себе было редкостью среди фараонов, а оставленные им памятники и тексты показывают, что он стремился закрепить за собой образ величайшего монарха Египта. Один из самых важных эпизодов его царствования – битва при Кадеше, состоявшаяся около 1274 года до нашей эры. Это сражение стало первой в истории битвой, подробности которой зафиксированы в письменных источниках с обеих сторон конфликта. Египет и Хеттское царство, две могущественные державы Ближнего Востока,
боролись за контроль над Левантом. Рамсес II во главе 4 армейских корпусов продвинулся к Кадешу, но попал в ловушку. Хетты под командованием царя Муватали II заманили египтян в засаду, использовав ложных перебежчиков. Передовой египетский корпус был практически уничтожен, а сам Рамсес оказался на грани поражения. Согласно египетским источникам, именно личная храбрость фараона спасла армию. В окружении врагов он якобы сам вступил в бой, а затем сумел отбить натиск хеттов с помощью элитного отряда. Хотя этот рассказ явно идеализирован, ясно, что битва не принесла решающего успеха ни одной из сторон. В итоге спустя 16 лет Египет и хетты заключили первый в истории мирный договор, копия которого сохранилась как в египетских храмах, так и в хеттских архивах. Несмотря на отсутствие военной победы, Рамсес II превратил сражение при Кадеше в символ своей доблести, приказав украсить стены храмов грандиозными рельефами, прославляющими его подвиги. Но Рамсес стремился увековечить свое имя не только в военной истории, но и в семейной. Он известен как фараон с рекордным числом детей. Египетские надписи упоминают десятки его сыновей и дочерей, а некоторые историки полагают, что у него могло быть более 100 наследников. Его великие жены, такие как Нефертари и Сетнафрет, родили ему многих детей, а многочисленные наложницы дополнили его огромную семью. Однако вопрос о том, насколько эти цифры реальны, остается открытым. Египетские фараоны использовали образ большой семьи как символ стабильности и вечности династии, поэтому число детей могло быть преувеличено в официальной пропаганде. Рамсес II был не только великим полководцем и правителем, но и невероятным строителем. Он возвел одни из самых грандиозных сооружений Египта, включая храм в Карнаке, грандиозный комплекс Рамесеум и знаменитый храм Абу-Симбел, высеченный прямо в скале. Огромные статуи фараона, достигающие 20 метров в высоту, должны были напоминать каждому, кто входил в Египет, что он правит могущественной державой. После смерти Рамзеса II его тело, как и полагалось великому фараону, было мумифицировано и помещено в гробницу в долине царей. Однако с течением времени грабители начали разорять царские некрополи, и жрецы, пытаясь спасти останки правителей, перенесли их в тайные захоронения. В XIX веке мумия Рамзеса II была обнаружена среди других фараонов в тайнике в Дейр-эль-Бахри. Она прекрасно сохранилась, позволяя ученым изучить внешность великого царя. Но самым удивительным эпизодом в истории его мумии стало ее путешествие во Францию в 1976 году. Египетские специалисты обнаружили, что останки фараона начали разрушаться из-за воздействия грибков, и чтобы спасти ее, было решено провести консервацию во Франции. Однако для транспортировки мумии потребовался официальный документ, и египетские власти выдали Рамсесу II настоящий паспорт, где в графе «Род занятий» значилось «Царь, ныне покойный». Когда самолет с останками прибыл в Париж, его встретили с военными почестями, как подобает главе государства. После успешной реставрации мумия вернулась в Египет, сохранившись для будущих поколений. Рамсес II хотел жить вечно, и в каком-то смысле ему это удалось. Его статуи до сих пор возвышаются по всей стране, его храмы привлекают миллионы людей, его военные подвиги вошли в историю, а его мумия, пусть и перенесенная за границу, все равно вернулась на родину. Он создал Египет, каким его помнили веками, и даже спустя 3000 лет его имя остается символом силы, величия и амбиций фараонов. Тутанхамон и Рамсес II стали символами величия Египта,
Но к концу нового царства страна уже не была той могучей державой, что при их правлении. Экономические трудности, усиление жречества, внутренние заговоры и внешние угрозы постепенно разрушали некогда несокрушимую систему власти фараонов. Среди последних великих царей этой эпохи особое место занимает Рамсес III, человек, который попытался сохранить Египет от краха, но в итоге сам стал жертвой одной из самых громких интриг в истории. Его царствование было наполнено войнами, политическими реформами и заговорами, напоминающими настоящий египетский вариант «Игры престолов». Рамсес III взошел на престол около 1186 года до нашей эры, спустя несколько поколений после смерти Рамсеса II. Он не был его прямым потомком, но, как и многие поздние фараоны, старался связать свое имя с великим предшественником. Его правление продлилось более 30 лет, что позволило ему оставить значительный след в истории Египта. Однако страна, которую он унаследовал, уже не была столь же стабильной, как в эпоху Рамзеса II. Казна истощалась из-за дорогостоящих строительных проектов и войн, жречество набирало силу, а провинции становились все более независимыми. Главным вызовом для Рамзеса III стало нашествие так называемых народов моря, загадочных племен, пришедших из района Эгейского и Восточного Средиземноморья. Их точное происхождение неизвестно, но они представляли собой коалицию различных племенных групп, включая филистимлян, Шекелеш, Шердан и других. Эти племена уничтожили Хеттское царство, разорили города Малой Азии, Сирии и Палестины и двинулись на Египет. Их вторжение совпало с общим кризисом Ближнего Востока, который привел к разрушению многих древних цивилизаций. Рамсес III принял вызов и сумел организовать оборону страны. Он приказал возвести новые крепости на границах и впервые в истории Египта создал постоянный военно-морской флот. Именно флот сыграл ключевую роль в решающей битве с народами моря, развернувшейся на побережье Нила. На барельефах храма Медина-Хабу, построенного в честь победы, можно увидеть сцены, на которых египтяне атакуют вражеские корабли, лучники осыпают противника градом стрел, а фараон лично наблюдает за сражением. Эта битва стала одним из первых морских сражений, описанных в истории, и она завершилась разгромом народов моря. Однако эта победа не означала восстановление былого могущества Египта. Страна осталась истощенной, а армии требовалось все больше ресурсов, которых уже не было. Внутренние проблемы Египта становились все острее. Государство испытывало финансовый кризис, и это привело к тому, что рабочие, строившие царские гробницы в долине царей, не получали жалования. Это привело к первой в истории зафиксированной забастовке. Ремесленники и строители покинули свои посты и отправились к чиновникам с требованиями выдать им хлеб и оплату за работу. Для Египта, где фараон считался богом, такая ситуация была беспрецедентной. Это означало, что царская власть уже не была столь незыблемой, как раньше. В это время при дворе Рамзеса III назревал заговор, который впоследствии вошел в историю как заговор гарема. В центре интриги стояла одна из его жен, царица Тие. Она стремилась посадить на престол своего сына Пентаура, минуя законного наследника. Для этого был организован заговор, в который вошли придворные, военные, жрецы и даже наложницы. По свидетельствам Туринского судебного папируса, заговорщики пытались использовать магические ритуалы, заговоренные куклы и проклятия, чтобы ослабить фараона. Однако в конечном итоге они выбрали более прямолинейный путь – физическое устранение царя. Долгое время считалось, что Рамсес III умер естественной смертью, но исследования его мумии, проведенные в 21 веке,
показали, что его горло было перерезано. Рана была настолько глубокой, что, возможно, повредила даже позвоночник. Это означает, что фараон был убит молниеносным ударом, вероятно, во время сна или во время обряда в гареме. Возможно, заговорщики рассчитывали на то, что его смерть позволит быстро передать трон Пентауру, но их план не сработал. После убийства фараона власть перешла к его официальному наследнику, Рамсесу IV, который немедленно начал расследование и устроил суд над заговорщиками. Этот суд стал одним из самых известных судебных процессов в истории Египта. По его итогам десятки людей были признаны виновными, часть из них была казнена, а другим предложили покончить с собой. Принц Пентаур, согласно источникам, был вынужден совершить самоубийство. Скорее всего, его заставили отравиться. Этот заговор стал последним крупным политическим кризисом нового царства. После Рамзеса III Египет окончательно вступил в период упадка. Жрецы, особенно в Фивах, начали набирать больше власти, чем сами фараоны. Страна погрузилась в экономический кризис, а провинции все больше отходили от центрального контроля. Через несколько десятилетий Египет вступил в третий переходный период, эпоху междоусобных войн, распада власти и вторжений чужеземных народов. Рамсес III был последним великим фараоном, сумевшим защитить Египет от внешних врагов, но его убийство показало, что даже могущественный царь не был защищен от интриг и предательства. Его правление стало символом заката нового царства, когда древняя империя, державшаяся на божественном авторитете фараонов, начала разрушаться изнутри. После смерти Рамзеса III Египет вступил в долгий период политической нестабильности, известный как Третий переходный период. Центральная власть ослабла, фараоны больше не контролировали всю страну, а могущественные жрецы храма Амона в Фивах превратились в фактических правителей Южного Египта. В то же время в дельте Нила усиливались правители, происходившие из ливийских военных кланов, которые на протяжении веков оседали в Египте, занимая высокие должности в армии. Власть фараонов стала номинальной, египетская армия ослабла, и страна, некогда доминировавшая на Ближнем Востоке, теперь оказалась на грани распада. В этот критический момент на историческую арену вышел человек, который смог на время восстановить единство Египта и даже совершить крупный военный поход в Левант. Этим фараоном был Шишонг I, основатель 22-й династии, прославившийся тем, что, согласно Библии, разграбил Иерусалим. Шишонг I взошел на престол около 945 года до нашей эры. Он не принадлежал к старым египетским царским родам, а происходил из ливийской знати. Его предки были военными вождями, и он сам занял важные посты при дворе предыдущих фараонов. К моменту его прихода к власти Египет был фактически разделен между двумя центрами силы – Танисом в дельте Нила, где правили фараоны, и Фивами на юге, где храм Амона контролировал огромные территории и богатства. Чтобы укрепить свою власть, Шишонг начал политику централизации, постепенно подчиняя себе номархов, правителей провинций и ограничивая влияние жречества. Одним из его главных шагов стало введение новой системы управления, в которой высшие военные должности раздавались его родственникам. Он назначил своего сына верховным жрецом Амона в Фивах, фактически подчинив жречество царской власти. Это был стратегически важный ход, так как жрецы Амона, особенно в предыдущие века, становились настолько могущественными, что могли соперничать с фараонами. Теперь же они оказались в подчинении новой ливийской династии. Но главной причиной, по которой имя Шишонга I вошло в историю,
стал его военный поход в Левант. В этот период Египет уже не был главной силой региона, а ключевыми державами стали Ассирия и Израильские царства. Однако Шишонг воспользовался моментом, когда на Ближнем Востоке произошли династические кризисы, и организовал крупную военную кампанию. Согласно Ветхому Завету, Шишонг, в Библии он назван Сусаким, атаковал Иудейское царство во времена царя Раваама, сына легендарного Соломона. В книге Царств говорится, что египтяне захватили Иерусалим, разграбили храм Соломона и забрали его сокровища. Это событие оставило глубокий след в библейской истории, поскольку символизировало потерю независимости Иудеи перед мощной внешней силой. Но что говорят египетские источники? В храме Карнака сохранился барельеф с изображением похода Шишонга в Левант, на котором перечислены десятки покоренных городов. Однако и Иерусалим среди них не упомянут, что вызывает споры среди историков. Некоторые ученые считают, что египтяне действительно разграбили Иерусалим, но он сдался без боя, и потому его не включили в список завоеванных городов. Другие полагают, что основным направлением египетской экспансии была не Иудея, а Северное Израильское царство, которое в тот период было богаче и могло представлять большую угрозу для египетских интересов. Как бы то ни было, поход Шишонга стал последней крупной военной экспедицией Египта в Передней Азии. После него египетские фараоны больше не могли организовывать подобные завоевания и постепенно теряли свое влияние в регионе. Однако, несмотря на военные успехи, Шишонг I не смог решить главную проблему Египта – внутренний упадок. Хотя он укрепил свою династию, его преемники не обладали такими же способностями, и страна снова начала распадаться на отдельные области. Жрецы Аммона вернули себе влияние, местные правители в провинциях стали действовать все более независимо, а государственная казна истощалась. Через несколько десятилетий Египет окончательно утратил статус великой державы. В Леванте доминирующей силой стала Ассирия, а затем Вавилон, которые полностью вытеснили египтян из ближневосточной политики. Египет уже не мог вести активную внешнюю экспансию и постепенно превращался в ослабленное государство, которое вскоре само станет объектом завоеваний. Таким образом, Шишонг I вошел в историю как последний фараон, сумевший провести успешную военную кампанию за пределами Египта. Он был сильным правителем, который пытался восстановить централизованную власть, реформировать управление и возродить военное могущество Египта. Однако его успехи оказались кратковременными, и после его смерти страна продолжила движение к политическому кризису, который в конечном итоге приведет ее к завоеванию сначала ассирийцами, затем персами, а позже и Александром Македонским. После ослабления Египта в Третьем переходном периоде страна оказалась разделенной между различными правителями, жрецами и иноземными завоевателями. Египет потерял свое былое влияние, а его земли стали ареной борьбы между различными группировками. На севере, в дельте Нила, правили фараоны 22-й и 23-й династий, происходившие из ливийской военной элиты. В то же время на юге, в Фивах, главной силой стали верховные жрецы Амона, которые обладали огромной властью и фактически превратили себя в независимых правителей. Однако самой могущественной силой в регионе стало Кушитское царство, правители которого, воспользовавшись ослаблением Египта, вторглись в страну и основали 25-ю династию, объединив ее под своей властью. Но их правление оказалось недолгим. В это же время на Ближнем Востоке стремительно набирала мощь Ассирийская империя, известная своей жестокостью и агрессивной внешней политикой. В VIII веке до нашей эры
ассирийцы начали свои походы в Левант и Египет. Около 671 года до нашей эры ассирийский царь Асархадон разгромил кушитские войска, а через несколько лет его преемник Ашурбанапал окончательно уничтожил власть кушитской династии, захватил Фивы и поставил в Египте своих марионеточных правителей. Одним из таких правителей был Неко I, отец Псаметиха I, который получил власть над Саисом в дельте Нила. Однако Египет в этот момент был вассалом Ассирии, а его правители зависели от воли ассирийского царя. Но уже в это время среди египетской элиты нарастало желание восстановить независимость. После смерти Неко Псаметих I унаследовал его власть, и именно он сумел переломить ситуацию. Он начал свое правление около 665 года до нашей эры и вскоре предпринял решительные шаги, чтобы освободить Египет от иноземного влияния. Первым его шагом стало устранение внутренних конкурентов. Египет к этому моменту оставался раздробленным, и кроме самого Псаметиха в разных регионах правили другие цари. Однако он сумел воспользоваться ослаблением Ассирии, которая была занята войнами на востоке, и постепенно подчинил себе остальные египетские территории. Для этого он применял как военную силу, так и дипломатические союзы, опираясь на поддержку греческих и корейских наемников, которых он активно нанимал для своей армии. Именно с его правления начался активный приток греков в Египет, что сделало его эпоху одной из первых в истории, когда Египет стал открытой державой, тесно взаимодействовавшей с другими народами не только через войны, но и через торговлю и культурный обмен. Псаметих I стал первым египетским фараоном, который широко использовал иностранные войска. Греки и корейцы, известные своей военной выучкой, стали важной частью его армии. Он позволил им селиться в Египте, выделив им специальные земли в дельте Нила, где позже возник город Навкратис, первое греческое поселение на территории Египта. Этот город стал главным торговым центром между Египтом и греческими полисами, что способствовало дальнейшему экономическому росту страны. Освободившись от ассирийского влияния, Псаметих I начал восстанавливать египетскую власть за пределами страны. Он укрепил южные границы, вернув контроль над Нубией, а затем обратил свое внимание на Левант. Египет традиционно имел интерес в Палестине и Сирии, и Псаметих попытался вернуть утраченные территории. Он вмешивался в конфликты между государствами Ближнего Востока, однако в этот период главной силой в регионе стала не Ассирия, а Нововавилонское царство, которое в союзе с медийцами разрушило ассирийскую столицу Ниневию и уничтожило Ассирийскую империю. Несмотря на то, что Псаметих стремился вернуть Египту статус великой державы, ему не удалось подчинить Левант. Вавилонцы оказались слишком сильны, и Египту пришлось сосредоточиться на защите собственных границ. Тем не менее, его правление стало временем стабилизации. Он укрепил армию, восстановил экономику, реформировал управление и централизовал власть. В отличие от предыдущих фараонов, зависимых от жрецов, он сумел ограничить их влияние, вернув реальную власть в руки царя. Псаметих I правил более 50 лет и оставил после себя сильное государство, однако его преемники не смогли противостоять нарастающей угрозе со стороны Вавилона и Персидской империи. Уже через несколько десятилетий Египет будет завоеван персами, а затем окажется под властью греков во главе с Александром Македонским. Таким образом, его правление стало последней попыткой возродить Египет как великую державу, но, несмотря на успехи, он не смог предотвратить дальнейшее ослабление страны. После Псаметиха I Египет еще несколько веков оставался независимым,
но постепенно слабел, становясь объектом борьбы между великими державами. В VI веке до нашей эры он был завоеван Персидской империей, затем ненадолго вернул самостоятельность, но в итоге оказался под властью Александра Македонского. После его смерти Египет перешел к одному из его полководцев, Птолемею, основавшему новую династию греко-македонских правителей. Почти 300 лет страна управлялась этими царями, которые формально продолжали традиции фараонов, но оставались по культуре эллинами. Последним представителем этой династии и последним фараоном Египта стала Клеопатра VII, одна из самых знаменитых женщин древнего мира, чья жизнь превратилась в легенду, а смерть символизировала конец независимого Египта. Вопреки распространенному мнению, Клеопатра не была египтянкой по происхождению. Она происходила из македонской династии Птолемеев, которые правили Египтом со времен завоеваний Александра, и ее род сохранял греческие традиции. Предыдущие цари, несмотря на то, что официально носили титул фараонов, говорили исключительно на греческом и редко интересовались египетской культурой. Однако Клеопатра стала исключением. Она первой из династии выучила египетский язык, изображала себя в традиционной фараонской манере и активно использовала религиозную символику Египта, чтобы завоевать поддержку народа. Это сделало ее уникальной среди Птолемеев. Для эллинского мира она оставалась македонской царицей, а для египтян – законной наследницей фараонов. Но ее правление пришлось на один из самых сложных периодов египетской истории. К середине I века до нашей эры Египет фактически утратил статус великой державы и стал зависимым от Рима. В то время как Римская республика подчинила себе Грецию, Малую Азию и Сирию, Египет оставался последним богатым независимым государством в регионе. Клеопатра понимала, что ее страна оказалась в центре большой игры, и чтобы сохранить ее самостоятельность, ей нужно было играть по правилам Рима, создавая союзы с самыми влиятельными римскими политиками. Сначала таким союзником стал Юлий Цезарь. В тот момент в Египте шла борьба за власть между Клеопатрой и ее младшим братом Птолемеем XIII, с которым она должна была править совместно. Однако их конфликт перерос в гражданскую войну, и Клеопатре нужен был могущественный покровитель. По одной из самых известных легенд, она проникла во дворец Цезаря, завернувшись в ковер, который ее слуги принесли как подарок. Это произвело впечатление на римского диктатора, и он встал на ее сторону, помогая ей вернуть трон. Их союз не ограничивался политикой. Клеопатра родила от него сына, которого назвала Птолемей Цезарь или просто Цезарион. Однако их планы изменить ход истории не сбылись. После убийства Цезаря в 44 году до нашей эры Клеопатра оказалась в новой опасной ситуации. Она быстро нашла другого союзника, Марка Антония, одного из наследников власти Цезаря. Их отношения тоже были не просто политическим союзом, но и романтической историей, ставшей одной из самых известных в истории. Антоний, контролировавший восточные провинции Рима, поддерживал Клеопатру, а она в свою очередь снабжала его деньгами, войсками и ресурсами. Они даже официально закрепили свое партнерство, объявив своих детей наследниками огромной Восточной империи. Однако их попытка создать независимый от Рима союз привела к войне с Октавианом, приемным сыном Цезаря, который стремился к единоличной власти. В 31 году до нашей эры войска Октавиана разгромили флот Антония и Клеопатры в битве при Акции. Спустя год римские легионы вошли в Египет, и судьба последней царицы была решена. Марк Антоний, узнав, что Клеопатра якобы покончила с собой, пронзил себя мечом. Когда же он узнал, что слухи были ложными, он умирал на руках у Клеопатры. Однако она понимала,
что ее жизнь тоже подходит к концу. Октавиан собирался привести ее в Рим, чтобы провести по улицам в цепях как пленницу, унизив последнюю царицу Египта перед римским народом. Клеопатра выбрала смерть, но как именно она умерла, остается загадкой. По самой известной версии, она позволила укусить себя ядовитой змее, египетской кобре, которая считалась священной и символизировала божественную власть фараона. Однако современные исследователи сомневаются в этом. Смерть от змеиного укуса не всегда быстрая и безболезненная, а следов змей в ее покоях не обнаружено. Другая версия предполагает, что она использовала яд, растворенный в напитке или нанесенный на заколку. Есть и теория, что ее могли убить по приказу Октавиана, который не хотел рисковать тем, что ее влияние сохранится даже в плену. С ее смертью в 30 году до нашей эры закончилась 3000-летняя эпоха египетских фараонов, и страна окончательно стала провинцией Рима. Однако ее образ продолжал жить в истории. Она осталась символом женской власти, политической хитрости и последней великой правительницей древнего мира. Мы прошли через 3000 лет истории, проследив судьбы самых значимых фараонов Египта, от первых правителей, объединивших страну, до величайших строителей пирамид, военных завоевателей и реформаторов. Мы увидели, как Менес создал первое египетское государство, как Джосер и Снофру заложили основы монументальной архитектуры, как Рамсес II стремился оставить о себе вечную память, а Эхнатон пытался изменить саму суть религии. Мы разобрали, как Хатшепсут доказала, что женщина могла править не менее успешно, чем мужчины, и как Клеопатра до последнего боролась за независимость Египта в мире, где господствовал Рим. История фараонов – это не просто хроника правителей, но рассказ о величии и падении одной из самых могущественных цивилизаций древности. Египетские цари стремились оставить след в вечности, и несмотря на смену эпох, их имена до сих пор продолжают жить в камне, легендах и памяти людей.